Обстрелы Украины в день памяти жертв Холокоста. Глава украинской разведки озвучивает неутешительный прогноз для Киева, а Казахстан подписывает военное соглашение с Эрдоганом. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Никому не нужный президент. Лукашенко объявил о своей победе на так называемых выборах, а поздравления получил лишь от 7 человек. Кто позвонил диктатору? Поездка Путина в Вашингтон. В Кремле рассказали, когда это произойдет, что известно. В Нью-Йорке проводят экстренные учения по ликвидации последствий ядерного инцидента в США или же за рубежом, а Берлин остановился из-за масштабного протеста. Что происходит? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В день памяти жертв Холокоста Россия выпустила в сторону Украины 104 ударных дрона «Шахед». БПЛА были запрограммированы нанести удары даже по Прикарпатью. Части удалось долететь до запада Украины. Там произошла серия взрывов, утверждают в областной военной администрации. Известно также, что большое количество беспилотников удалось уничтожить в центральных регионах, уверяют в воздушных силах ВСУ. ВС ВСУ говорят, что сбили 57 беспилотников, 39 были локационно потеряны. Известно о повреждениях в Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Под ударом оказались инфраструктурные объекты и многоэтажные жилые дома. А так шумно было уже в РФ. Тверская, Воронежская, Белгородская, Курская и Орловская области принимали удар. В Украинском центре противодействия дезинформации намекнули, что прилет в Орловской области пришелся по важному складу оккупантов. Минус 200 шахедов в Орловской области в результате атаки. Хорошая работа наших воинов. Этот склад также был атакован в конце декабря прошлого года. Европейские лидеры некоторых стран опасаются, что Путин может направить свою армию против них после Украины. При этом Белый дом в лице Трампа не придет на помощь. О том, как Европа готовится к самому экстремальному военному сценарию с началом эпохи Трамп-Путин 2.0, пишет NBC News. Авторы материала уточняют, что уже сейчас по всей Европе видны признаки того, что континент готовится к немыслимому. Например, в Балтийском море патрулируют корабли НАТО. Небо Европы собираются прикрыть огромной системой противоракетной обороны по типу израильского железного купола. В Норвегии обновляют инструкции для населения, как действовать в чрезвычайной ситуации. Германия выделила миллионы евро на восстановление общественных сирен и занимается обновлением укрытий, а в Швеции ищут дополнительные места на кладбищах на случай, если конфликт доберется и до этой страны. NBC News также пишет, что если РФ таки нападет на страны Европы, то 5-я статья НАТО может не сработать, и союзники, в частности США, не отреагируют на сигнал бедствия из Европы, в особой зоне уязвимости страны Балтии. После десятилетия оккупации Советским Союзом эти страны, ставшие частью Запада, только сейчас начинают строить Балтийскую линию обороны. Линию протяженностью в сотни километров, оснащенную противотанковыми рвами и дотами. Литва уже закупила склады, полные зубов дракона, бетонных пирамид, предназначенных для остановки танков, и планирует заминировать мосты, ведущие к российскому эксклаву Калининграду. А в Украине тем временем активно обсуждают заявление главы украинской разведки, которое он сделал на закрытой встрече в Верховной Раде. Там обсуждали реальное положение дел страны. Детали публикует издание «Украинская правда». Автор материала утверждает, что Буданов озвучил неутешительный прогноз. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть, и Кирилл со своей холодной улыбкой говорит, если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины, вспоминает в разговоре с «Украинской правдой» один из участников встречи. В Главном управлении разведки уже отреагировали на эту публикацию и заявили, что эта информация не соответствует действительности, а распространение таких сообщений наносит ущерб нацбезопасности страны. Когда же пройдут переговоры между Киевом и Москвой, до сих пор не ясно. Украина готова вести такой диалог, но требует поддержки США. В Москве же заявляют, что готовы к переговорам с США и ответили на вопрос, полетит ли Путин в Вашингтон, куда его пока никто не приглашал.
Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор. Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время. Предсказуемо, ожидаемо, без сюрпризов. Лукашенко в 7-й раз объявил себя президентом. ЦИК республики нарисовал результат 86,82%. Не 90%, как хотел бы Лукашенко. Не позволил лишь страх обидеть Путина, которому в прошлом году нарисовали 87,28%. Таким образом, наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко. Венгрия заблокировала совместное заявление 27 стран ЕС о непризнании выборов в Беларуси. Об этом сообщает Радио Свобода. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в совместном заявлении уточнили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и демократичными. Тем, что накануне устроил режим в республике, разочарованы и в Польше. Там напомнили, кампания Лукашенко сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием белорусов. В условиях всеобщей цензуры и государственной пропаганды значительная часть белорусов не имела доступа к независимой и достоверной информации. В результате этих действий белорусское общество фактически было лишено права голоса. Сам Лукашенко накануне говорил, что ему фиолетово на то, будет он признан или нет, а уже в понедельник заговорил иначе, буквально о рассвете демократии в республике. На этих выборах мы стремились сделать, все так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Мы это видели, да? Да, мы старались очень. Я старался не вмешиваться в выборы, не проводить излишней агитации. Вы видели, связано с моей работой. И центральной фигурой у нас был председатель ЦИК и его коллеги. Диктатора поздравляли диктаторы, позвонили из Москвы, написали из Венесуэлы, поздравили с успешной фальсификацией результатов. Позвонили Лукашенко еще и президенты Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и лидер Китая. На этом список и окончен, что показательно. О том, как Лукашенко продолжает бояться заговора среди своей свиты и действительно ли его дед сотрудничал с нацистами, смотрите в новом выпуске программы «Публичное дело». Ссылка в описании или на канале Нехта. Он эпилептоидный параноик. Причем параноик ведущий. Он очень боится, чтобы его не подвинули со власти, и он давно боится конкурентов. Но он же прав. Казахстан подписал с Турцией новый план военного сотрудничества на 2025 год. В Минобороны Казахстана не раскрывают всех деталей документа. На официальном сайте говорится лишь о том, что прошли штабные переговоры, в результате которых и был утвержден план на текущий год. Подписантами стали начальник Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана полковник Алжас Хусаинов, с турецкой стороны его коллега бригадный генерал Чатал Эрдоган. В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования и науки, миротворческой деятельности, боевой и медицинской подготовки. Планом предусмотрен также обмен визитами на высоком уровне. Напомню, что в конце прошлого года президент Казахстана проводил закрытые переговоры с турецким президентом Эрдоганом. Прессу тогда не допустили. Это произошло во время встречи в Баку. Насколько важны для Астаны такие отношения в военной сфере с Анкарой? Подписчики из Казахстана, напишите свое мнение в комментариях под этим видео. В США начались масштабные 5-дневные ядерные учения в штате Нью-Йорк. Власти призывают людей не переживать. Федеральное бюро расследований уверяет, что это просто тренинг, который не связан с какими-либо мировыми событиями. Учения пройдут на базе Нацгвардии ВВС. Официально заявляется, что целью учений является повышение оперативной готовности в случае ядерного инцидента в США или же за рубежом. В этих учениях задействуют не только силы ФБР, но и силы Нацуправления по ядерной безопасности, Министерства обороны и энергетики, внутренней безопасности, полиции, офисов шерифов, а также подразделений по борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями.
Официальные лица заявили, что учения не представляют угрозы для населения, жители не должны быть встревожены какими-либо мероприятиями в рамках учений, такими как присутствие военного персонала, средств защиты, транспортных средств и самолетов, которые могут быть видны по всему району, начиная с понедельника, 27 января. Берлин остановился. Работники общественного транспорта проводят предупредительную забастовку, которая продлится до 3 часов ночи вторника. В немецкой столице ходят только несколько автобусов. Метро и трамваи остановлены. Причина забастовки предсказуема. Работники транспорта требуют повышения зарплаты. Сейчас длится спор между профсоюзом ВРД и берлинскими транспортными предприятиями. Профсоюз требует ежемесячной прибавки к зарплате в размере 750 евро для 16 тысяч своих сотрудников. Вторая сторона согласна, что зарплату необходимо поднимать, но суммы, которые называет профсоюз, считает нереалистичными. Он не приехал. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не посещать концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в день памяти жертв Холокоста. Причина проста. На него выдан ордер на арест Международным уголовным судом. И несмотря на то, что в Варшаве заявили, что не арестуют Нетаньяху, он все-таки воздержался. Израиль представляет министр образования страны Йоав Киш. На 80-летнюю годовщину освобождения этого лагеря смерти прибыли лидеры многих стран, в том числе стран Балтии. Не приглашена только Россия. Почетными гостями стали около 50 выживших узников концлагеря. С неожиданным визитом в Освенцим приехал и Зеленский, который параллельно проведет переговоры с лидерами ЕС. Польша заботится об этих местах, чтобы сохранить память, чтобы она продолжала жить, чтобы люди всегда помнили, и чтобы через эту память мир никогда больше не допустил такой драматической человеческой катастрофы, а если быть точнее, катастрофы человечества. В России были крайне возмущены тем, что представители Москвы не пригласили в Аушвиц-Биркенау. Напомню, что в Кремле сейчас любят повторять, что во Второй мировой победила Россия, при этом забывая о том, что с нацистами воевали миллионы представителей других народов бывшего СССР. А как вы считаете, стоило ли дать россиянам в этот день доступ в польский Освенцим? Пишите в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.